Приветствую, друзья! Широко известная своими внутриканальными решениями компания IKA недавно представила свои новые динамические наушники Opal OH2, являющиеся по факту продолжением их бюджетной серии. Выглядит модель очень уж круто, ну а что там по звуку, в этом нам и предстоит сегодня с вами разобраться. Собственно, поехали! Коробка, как и всегда, у IKA радует своей такой мультяшностью. И что наиболее примечательно, персонажа с коробки нам еще и приложили в качестве такого магнитика на холодильник. Здесь же находим и заводской график АЧХ, но о нем все-таки чуточку попозже. В комплект нам положили стандартный набор документации, фирменную запонку, как обычно, приятный такой чехол из кожзаменителя, пару запасных сеточек, экстрактор для MMCX коннектора и два комплекта амбушюр разного размера. Классические овальные силиконки и так называемые мандаринки. Это когда сверху идет силиконовая основа, а внутри пенная. Кабель у модели очень даже неплохой, однако на мой вкус как-то жестковат. Зато почти не путается на прямом штекере 3,5 мм и до сих пор популярных MMCX коннекторах. Аппаратура показала его сопротивление равным 0,290 Ом. Отщелкивается коннектор легко, благо нам еще и экстрактор этот положили, так что все замечательно. Над корпусами наушников OH2 поработали очень знатно. Сверху и снизу идут такие металлические пластины, а между ними прозрачный пластик, сквозь который видно покрытую золотом плату и 10-мм динамический излучатель. С внутренней стороны находим первое компенсационное отверстие и овальный в стиле Onkyo звуковод, а с внешних второе отверстие и логотип компании. По габаритам модель очень даже небольшая, но в меру так увесистая. Имеет значение здесь вот эти вот металлические прослойки. В мои уши модель села очень даже хорошо, удобно и с отличным уровнем пассивной звукоизоляции. Вот так вот это все и выглядит. Импульс у ушек практически на уровне игровых решений, то есть очень быстрый, более-менее расхождение между левым и правым каналом и практически рекордные искажения, в пиках достигающие 0,5%. Фаза ведет себя естественно, затухание на 30 и 60 дБ составляют где-то 79 и 99 миллисекунд. Разница между амбушюрами, как видим, практически отсутствует, хотя пенная основа на слух заметно режет пики и поджимает высокие частоты. По АЧХ же у нас график, имитирующий акустическую модель человеческого уха, разве что, как и везде, нам приподняли область разборчивости. Напомню, эта область автоматически приподнимает наш слуховой канал, и в дополнительном усилении она, вообще говоря, не нуждается. Впрочем, для нашего слуха это все тоже кажется естественным. Второй пик имитирует влияние ушной раковины, и на 8 кГц нам просто усиливают общую резкость музыкальной картины. Бас приподняли тут не сильно, примерно на 5 дБ, ослабив его к саб-части, и на высоких дали еще пару пиков, дабы довести их на приемлемом уровне до заявленных 20 кГц. Нормальный график, особо придираться тут не к чему. От измерений производителя у меня по большому счету отличается лишь поведение на самых высоких частотах, а это вполне допустимо для стандарта EEC 60318-4. По характеру IKA OH2 мне очень напомнили их прошлую модель OH1S. Тоже такое бархатное, очень комфортное звучание, без явно очерченного источника. Создается ощущение, что звук идет просто отовсюду, что очень удобно, если вы используете музыку в качестве фона. Например, во время работы или любых других занятий. Общее же звучание получилось довольно разряженным, объемным, с уклоном в заполнение пространства целиком. Чилить в них реально одно удовольствие. Однако сам я предпочитаю четко оформленное восприятие инструментов и, собственно, голоса исполнителя, отчего звучание мне, вообще говоря, нравится, но лишь иногда, когда хочется поработать в ненапрягающей атмосфере при любимой музыке. Замена силиконовых насадок на мандаринки общий расклад нисколько не изменила, просто срезались пики, а само звучание стало несколько мягче и темнее. Если же разбирать по частотам, то бас тут в меру глубокий, приятно обволакивающий, с легкой такой дымкой, середина тоже теплая, музыкальная, с уклоном в макросоставляющую, а высокие естественные, без лишних акцентов, рези, грубости и подсветки
высвечивания всякого мусора от сэмплирования. Слушать это вполне интересно, звучание объемное, теплое и не требующее от нас концентрации внимания. Просто бесконечное пространство звука без сколь-либо очерченного фокуса. В плане источников и стилистики никаких ограничений сверхописанного выше назвать я не могу. Наушники с одинаковым успехом играют с плеера и с мобильного ЦАПа и равно хорошо отрабатывают электронную, джазовую, тяжелую или академическую музыку. Без уклона в детали или какой-нибудь усиленной тембральной проработки. Зато сцена тут просто невероятно широкая, а тембры огромные просто по габаритам. В качестве мониторинга наушники с подобным тюнингом я бы рассматривать не стал ни для вокалиста, ни для музыкантов. Слишком уж своеобразная подача, нацеленная больше на фоновое прослушивание материала. Любопытно, конечно, но не более того. Пробовал также смотреть них лекции, но в силу специфики артикуляция получалась слабая, больше было слышно шумы помещения, чем голос диктора. Для аудиокниг модель тоже не сильно годится. Итогом, динамические внутриканальные наушники IKA OH2 выглядят, конечно, очень круто. Просто богатейшая комплектация и удобство использования. Но оттюнингованы они ровно в том же ключе, что и IKA OH1S. То есть мягкий такой мелодичный звук, словно обработанный расширителем стерео. Отчего слушать его можно, ну разве что на фоне, пока занимаешься какими-то другими более важными делами, чтобы ничего не отвлекало и в то же время создать приятную атмосферу музыкальности. Надеюсь, подобное обновление не коснется старших моделей линейки. Да, тут все легко, пространственно и мелодично, но слишком уж велик масштаб. Растянули звук как только могли. Но это чтобы рядовой меломан радовался широчайшей сцене и величию надвигающихся на него тембров. Я лично не особо оценил, остаюсь верным тем самым IKA OH10, который я бы без стеснения назвал бриллиантом компании. А на этом у меня все. Это были динамические наушники IKA OH2. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.